Это просто бомбезная вещь. Я долго искал что-то похожее, у меня остался от деда старый инструмент. Он и меньше, и более мелкий, он полностью был стерт, и это рашпиль по дереву. Я пытался вначале его восстановил, но у него были полностью убитые зубья. И, честно говоря, он такой почти бесполезный, то есть можно как-то немножко подполировать. Но именно если говорить о грубой обработке дерева, о том, как вытачивать рукоятки, какие-то формы, это просто вообще огонь. И очень долго гонялся, потому что по-настоящему качественные инструменты, они именно рашпиль по дереву. Именно рашпиль по дереву. Он стоит, в районе нескольких тысяч. Имеется в виду по-настоящему, не китайское говно. Дешевое, поэтому... И даже на барахолках их моментально выцепляли. Кроме того, здесь есть 3. Это именно очень крупный рашпиль. Посмотрите, какие зубцы. Есть 3 грани рашпиля. Вот. 3 грани рашпиля. И еще один очень крупный напильник. И даже еще и боковой. Я хочу его очень аккуратно привести в порядок. Здесь есть, конечно, подубитые зубья. Есть подубитые зубья, но как бы то ни было, и напильник в неплохом состоянии. И напильник. Вот, видно зубья. Он в неплохом состоянии. Не вижу где-то совсем смятых, разбитых или сгнивших зубьев. Здесь, конечно, немножко похуже ситуация. Здесь есть прям смятые зубья. И они очень сильно забиты. Вот изнутри. Плохо видно, но они именно подзабиты. Вот это мы будем аккуратно травить в лимонке. Здесь вот он полностью смятый. То есть его нету, вот. Его нет. Но как бы то ни было, я думаю, что просто рвать будет. Рвать и метать. Можно будет слизывать очень большое количество дерева и экономить очень много времени, потому что очень тяжело при какой-то ручной или более тонкой работе, где машинка может не подойдет, делать это все руками, когда у тебя совсем нет подходящего инструмента. Здесь грубая первоначальная обработка дерева, например, для рукояти или еще для чего-то, это просто будет огонь. Вот я буду аккуратно его травить, а потом очень аккуратно хочу латунной щеткой хорошенько здесь все вычистить именно вдоль волокон, вдоль зубцов. То есть здесь грубости никакой не будет. И все латунной щеткой, ручками. Это просто огонь. Добавляю немного холодной. И вот фактическая разница между тем, какое оно было, и вот после лимонной кислоты часов 20. Где-то часов 20 прошло. Я ее еще не дочистил. Чувствуется, да? Вот оно. Единственное, здесь есть, конечно, еще вот здесь, вот здесь. Это нужно полностью вылезать, полностью, чтобы было вот как здесь. Идеально чистая, потому что эти все моменты будут забиваться. Здесь нужно будет краску отбить. А все эти зубья, все эти ямы будут забиваться древесиной.
Если оно сейчас, вот оно должно быть максимально чистое, чтобы туда не забивалась потом древесина при обработке. Вот такая красота. Ну, то есть, потому что это будет влиять на работу. И точно так же вот здесь вот. Здесь есть, я еще подержу. Это похоже на клеймо. Да, это клеймо. Теперь я понял. Это клеймо маленькое. Так, готово. Полностью все идеально вытравилось. Это просто ворсинки, мы их уберем от бумаги. И вот оно. Где-то около 3 суток. По 1,5 суток на каждую половину. Мне пришлось, так как не хватало длины, делать это просто по половинке. И вот здесь, и здесь точно так же все идеально. Я нашел клеймо. И что оно означает? Вот оно. Клеймо, это буква М. Советский, где-то 70-х годов. Я нашел эмблему, ставлю. Вот. Так, оно полностью готово. Теперь будем заливать ВДшкой и чистить вручную. Я хочу вычистить это полностью вручную, не прибегая ни к каким машинам. Аккуратно, очень тщательно вычищать вот эти все зубья. По жидкой смазке буду использовать вот такую. Никакая не реклама, первый раз купил и просто пробую, мне нравится. И стоит намного дешевле ВДшки. Нахрена покупать ВДшку, если она бешеные бабки стоит. Точно такая же жидкая смазка. У нас тут универсальный спрей-смазка. Прикольное, оно потом, когда даже немножко впитывается. Ну, то есть мне нравится, намного дешевле. Не помню, сколько она стоила, намного дешевле ВДшки. Нахрена покупать ВДшку? То есть это не реклама этой конторы и не антиреклама ВДшки. Просто нафига покупать, блин, дороже. Все, пшикаем, оставляем на какое-то время, на минут 15, может полчаса. И потом начинаем мягкой латунной щеткой полировать. Ну, оно даже впитывается. Все. Давайте тестить. Ну что ж, давайте немножко потестим. Вот у нас есть вот такой вот брусочек. Так, сейчас мы его банально зажмем в тисках.
Вот так. И потестим, как будет это дело точиться. Немного подниму. Чуть-чуть вот так. Я и так понимаю, что оно будет точиться просто бомбезно. Единственное, конечно, не все такими крупными зубьями можно. Давайте еще немножко ближе. Не все такими зубьями можно точить, но попробуем. Но я не думаю, что это копытный. Все-таки. Вряд ли это копытный. Хотя по дереву обычно идут с ручками. Но мне кажется, это все равно не копытный. Ладно, давайте глянем. Вот он настолько крупный, что я даже не могу. Получается, сейчас попробуем вот этим куском его. Это для какой-то особо грубой обработки дерева. А ну. О, здесь идет. Вот идет. То против волокон. И вот он. То есть, ну, он настолько врывается просто в мясо. То есть это для очень грубой обработки. Не знаю, может быть даже крупноват, но это вот сейчас уголок, а вообще даже, а вот вообще, ну это жесть какая-то. То есть он просто куски мяса вырывает. Ну смотрите, это жесть. Ну то есть это в любом случае. Вот он пошел. Да, это сосна. Но все же. Все же, ух, даже зацепить не могу. Вот вам эффективность. Да, это потом чистится. Элементарно чистится. Вот такой вот даже щеткой. Вот. И все. Практически полностью он чистый. Так оно вычищается. Или же щеткой по металлу. Практически полностью чистый. Все. В любом случае это уже забиваться не будет. Это щеткой по металлу. 2 движения. Вот. Все. Почти. Вот это осталось только. То есть оно чистится без проблем. Вот вам и эффективность. И потом можно вот этим крупным, хотя это для металла, можно, не знаю, там как-то доработать, подработать. Ну, точно так же. Да, можно слезать теперь. Сделать более гладкой. Да, вот. Вот мы грубо обработали. Очень грубо обработали. И вот этим вот можно немножко уже... Вот оно здесь уже гладенькое. Вот эффективность. Мне кажется, для дерева он будет огонь. И вот точно так же оно щеткой чистится. Все. Отличный